Татьяна Алексагина, пресс-служба парка Львов-Тайган и генератор проектов с животными в очередной раз чуть не уничтожила попугая, которого люди по незнанию доверили ей. У нас частный приют в Америке, а у Олега Зубкова зоопарк, предназначенный для культурно-зрелищных мероприятий. Это мне простительно не знать какие-то законы Российской Федерации. Спасибо зрителям, которые обратили на это внимание, что все вновь поступающие в зоопарк животные принимаются по акту и ветеринарному свидетельству и выдерживаются в карантине в течение 30 дней. А попугаи – в течение 3 месяцев. Во время карантина ветеринарный врач обязан проводить ежедневное клиническое наблюдение за общим состоянием животных, все необходимые диагностические исследования. Если в карантине выявляются больные животные, то карантин продлевается до полного выздоровления их. Методом контрольных кормлений устанавливается кормовой рацион для животных. Все результаты исследований, наблюдений регистрируются в специальных дневниках карантинирования. В случае выявления в карантине больных животных заразными болезнями, в зависимости от вида болезни и степени ее распространения накладываются ограничительные мероприятия или карантин по согласованию с ветеринарной службой района или города. Сроки карантина или ограничительных мер определяют в каждом случае заболевания животных и регулируют соответствующими инструкциями ветеринарного законодательства. После окончания карантина на экспозицию в секции ветеринарная служба обязана передать только здоровых животных, что свидетельствуется в специальном передаточном акте. Зубков и Алексагина в очередной раз опозорились даже в том, что не знают, сколько должен длиться карантин у попугая. Мы рады, что попугаи наконец опять соединились, закончился карантин. Алексагина, ты так красочно рассказывала, что каждый день приходили проверять Киру, что все работники парка. Ты и сам Зубков буквально не отходили от попугая, пока она была на карантине. Карантин – это очень серьезно. Птица ставится, как только что сказала, проверяется ежедневно. А как же вы допустили, что она нанесла себе такие глубокие раны в карантинной зоне, которые пришлось зашивать? Чтобы предотвратить выщипывание перьев, достаточно на попугая надеть специальный воротник, который должен быть и сейчас на Кире, ведь там наложены швы, которые она с легкостью может перекусить. И почему же сейчас не ходят проверяющие? Или надзорные органы Крыма тоже не знают, что карантин у попугаев длится 3 месяца? Я внимательно пересмотрела еще раз видео с попугаем и обратила внимание, что перьев нет на груди только с левой стороны, именно там, где наложены швы, причем рана очень большая. И скорее всего, перья были выщипаны с этой стороны самим ветеринаром, чтобы можно было зашить раны. Алексагина, покажи заявление, из-за которого была Кира отправлена на карантин, покажи акт перевода и журнал, в котором каждый день ставились отметки о состоянии здоровья попугая. Тогда тебе не надо будет продолжать оправдываться перед зрителями, как ты это делаешь уже 3-й день. Ты так пытаешься своих тайганофилов натравить на неравнодушных людей и внимательных зрителей, что уже притянула Зубкова и на его канале заставила оправдываться. Спасибо, мы снова убедились, что Олег Зубков, учредитель парка Львов-Тайган, даже не знает, что попугаи должны быть на карантине 3 месяца, увидели, как зоофил расцеловывает попугая и гладит его, что запрещено делать. Поскольку от человека передаются птицам бактериальные инфекции, например, ангина. Я уже не говорю про огромное количество болезней, которые таким образом передаются от птиц человеку. Ты пытаешься устроить травлю неравнодушным зрителям с помощью своей миллионной аудитории. Именно поэтому ты привлекла Зубкова и опубликовала ролик на его канале «Олег Зубков. Человек-лев». Жалобы за нарушение авторских прав и кибербуллинг – это все, на что ты способна, Алексагина. Мы все видим, как твой гамадрилий папа Владик забирает Люсю из общего вольера с насухами, заносит ее в дом и отпускает без предварительной дезинфекции лап и обработки. А в вашем сарае живут коты, макака, другие гамадрилы, попугаи, приходит внучка. У тебя дома рассадник инфекций. Я тебе уже предлагала всей семьей поселиться в вольере с гамадрилами. Так будет безопаснее для всех животных, которых ты убиваешь из года в год ради своих проектов. Алексагина сравнила свой бомжатник с карантинной зоной, и посмотрите, как на это сравнение отреагировал сам Зубков.
Просто она фактически и так находилась здесь на карантине. Она же не контактировала с никакими зоопарковскими птицами. Ну, Может быть, достаточно было просто пронаблюдать за ней, за ее поведением. Она и так была на не карантине. будем обсуждать это. Исходя из этого, я предполагаю, что травму попугаю нанес кто-то из животных в доме Алексагиной, после чего ею была придумана версия, что кто-то написал заявление, и Киру поместили в карантин, которого, как мы уже все понимаем, не было. Алексагина, люди тебе доверили своего попугая, который жил у них 10 лет, а ты его довела до предсмертного состояния за 1 месяц. Прекращай врать и убивать животных ради своих проектов. Нам плевать на твои миллионы тупых и неадекватных любительниц издевательства над животными, даже моя 1000 зрителей заткнет рот твоим миллионам, которые все, как один, безграмотные задуры. Здесь надзорные органы пришли, выписали постановление, значит, там штраф выписали, все сделали в рамках их закона,